Возможно ли в магии, а конкретно в рунах, обходиться без каких-либо богов? К ним далеко. Они могут слышать, но помочь не могут. А может и не слышат. Можно ли быть «я сам себе Бог»? Или это наказуемо? А работа будет неэффективной. Я ушел от христианства, но принимать каких-либо богов, им поклоняться я не хочу. Считаю, что боги — это люди, достигшие высокого уровня, развитие с которыми должно быть сотрудничество. Это и есть высшие силы или существует различия? Вопрос очень емкий, поэтому по традиции я его разделю на несколько частей. Ну, вот, например, возможно ли в магии, а конкретно в рунах, обходиться без каких-либо богов? Могу ответить сразу. Да, возможно обходиться без каких-либо богов. Ну, вот так вот как-то вот получается, что можно обходиться. Но вопрос в том, что эффективность энергии без усилителя и эффективность действия рун будет на вашем личном канале силы. Поэтому насколько вы сильны, настолько вы можете обходиться без богов. Откровенно говоря, вот как вы написали, к ним далеко. Ну, далеко это потому, что вы богов точно так же по традиции, как в христианстве, отделяете боги там, а я здесь. На самом деле, то, что мы называем богами, боги внутри нас. Помимо того, что мы сами боги, не достигшие совершенства, будем так говорить, нагрешившие боги, да? Но мы можем четко сказать, что богов искать там далеко, скорее всего, вы не там ищете. Потому что боги внутри нас. И когда мы это хоть как-то осознаем, то, в принципе, они станут недалеки, а близки, потому что они внутри нас. Они могут слышать, но помочь не могут. Конечно, они не могут вам помочь, нам помочь, потому что они вне материи, в которой находимся мы. Но их помощь заключается в том, что они могут научить, если мы вопросим. Потому что согласно закону воли, если мы не спрашиваем, то боги и не отвечают. А если мы спрашиваем, а они отвечают, а мы их не слышим, то это наша проблема. Поэтому, вопросив богов, вопросив силы, будьте готовы к ответу. И отвечают они не так, как мы привыкли, вопросив другого человека. Другой человек, если не прикинется, что он глухой, то, может быть, ответит или скажет «не знаю». Боги отвечают не тем путем, которым мы привыкли слышать своим ухом. Понимаете? Они отвечают знаками. И умение читать эти знаки, понимать богов, иметь внутренний стержень восприятия сил, которое превыше нашего ума, пока. Да? Почему превыше нашего ума? Потому что наш ум молодой, а дух наш старый. Поэтому слушать нужно не ум, а дух. А ум приучать к тому, чтобы он умел правильно расшифровывать знаки духа, знаки богов, если можно ли быть «я сам себе Бог»? Не просто быть, а вы и есть сам Бог, только это нужно осознать. Осознать и принять. Это не в плане, что Бог, я могу делать, что я хочу, но, как говорил Кроули, познать свою «делай, что хочешь», познав свою истинную волю. То есть, когда ты познаешь истинную волю, познаешь законы Вселенной, законы магии и законы пространства, то ты уже есть сам закон, но это не значит, что ты можешь творить беззаконие. Наоборот, закон выводит человека в определенные рамки сознания. И рамки сознания он устанавливает сам. Вот насколько вы ограничены, настолько вы не можете пустить свои границы, то более, то можно вместить в себе.
или это наказуемо. Вы должны понимать, что боги не наказывают за грехи человека. Человек сам себя наказывает за свои грехи. Поэтому согрешить человек может только против самого себя и наказывать себя за эти грехи сам себя. Богам абсолютно фиолетово, потому что они не нарушают волю. Если мы хотим совершить какое-то безумие, то это наш выбор. И нечего пенять на богов. Нечего богов просить о милосердии, потому что милосердие – это внутри нас. Если мы милосердны, то и боги милосердны к нам. Если мы не прощаем, то и боги не прощают нас. Если мы не милосердны, то и боги не милосердны к нам. Они жестоки. Вообще самое жестокое существо на планете Земля – это человек, в силу своей молодости и глупости, своего воплощения. Поэтому задача магии не в том, чтобы творить чудотворение, совершать. А задача магии – это помочь человеку вспомнить, кто он есть на самом деле. А он есть Бог и творит свою истинную волю. Только не вытворяет, а творит. Это разные вещи. И тут нужно различать. Кто имеет уши, тот да услышит. Кто понимает, о чем я говорю, да будет это понимание у него внутри. Я ушел от христианства, но принимать каких-либо богов и им поклоняться я не хочу. Считаю, что это боги, то боги – это люди, достигшие высокого уровня развития, с которыми должно быть сотрудничество. Я совершенно с вами согласен. И в северной традиции молить богов не принято. Богов призывают. Как я уже сказал, боги внутри нас, значит мы призываем тех, кто внутри нас. То есть мы призываем свое внутреннее «я». Наше внутреннее «я» с большой буквы «я сам себе Бог», оно и есть теми же самыми прообразами, которые мы персонифицируем в мифологии. Я говорю «мы», потому что мы от имени человечества. И тем самым растождествляем себя с персонифицированными образами. Поэтому если мы будем не растождествлять, а соединяться, если мы будем искать богов внутри себя, не в виде каких-то образов, характеров или персон, то мы поймем, что есть истинное «я». Потому что персонификация богов – это всего лишь человеческие игры ума, для того, чтобы хоть как-то себе объяснить то, что объяснить невозможно. Поэтому, если вы хотите конкретно в рунах усилить вашу энергетику, усилить энергетику действия через инструменты, такие как руны, то изучайте в первую очередь себя, изучайте множественность богов внутри себя, открывайте в себе то великолепие, которое заключено внутри нас. Вот такой вот ответ. Существует ли различие? Дело в том, что если мы говорим о богах, то мы их называем высшие силы, которые выше нашего сознания, то между ними, по сути, можно сказать, что различий нету, кроме как проекционных персонификаций. А если говорить более серьезно и более ответственно относительно всего этого, то те силы, которые мы именуем бесы, черти, демоны и тому подобное, это человеческие ярлыки на свои собственные программы. Поэтому, подведя итог к этому вопросу, я бы сказал так. Возможно ли в магии, конкретно в рунах, обходиться без каких-либо богов? Можно. Но будьте готовы своей силой, внутренней силой, развивая ее, наделять и энергию рун. Если же вы хотите получить мудрость богов или высших сил, или как бы вы их назвали, то искать их нужно не вовне, а внутри себя. И раскрывая эти грани себя, раскрывая богов внутри себя и призывая богов внутри,
себя, вы можете усилить, увеличить свою личную силу и тем самым наполнить силой открытых граней, наполнить руны, наполнить свою магию. Вот такой вот мой ответ. Возможно, он вас не удовлетворит, но, возможно, и удовлетворит. Не знаю. Это моя позиция, мое видение, мое понимание. Я ответил на ваш вопрос относительно своего понимания. В прямом эфире я не увидел дополнительных вопросов. На этом тогда мы закончим. Всего доброго вам. Что еще я могу вам сказать? Это то, что обязательно подпишитесь на канал. Когда вы подпишетесь, вам придут извещения о новых видео. Проектов у меня много, идей много. Я готов с ними делиться. Также не забудьте нажать на колокольчик. Всех благ вам. Колокольчик — это уведомление. Всего доброго.